Привет, меня зовут Ваня, и сегодня мы с вами никуда не поедем. Буду периодически вас баловать тематическими разговорными видео. Все, что я расскажу, основано на опыте моей семьи. То есть, может быть, у кого-то в Японии было по-другому, не отрицаю. Я говорю за себя. Поговорим сегодня о детях. Начнем с самого начала, с беременности, потому что уже здесь у японцев не все как у людей. В основном беременность длится 9 месяцев, правильно? В Японии неправильно. В Японии 10 месяцев. Честно, 10. Но на самом деле там японские врачи сами себе придумали такое. То есть у них месяц длится 28 дней. Это сделано, чтобы легче разбивать на периоды и так далее. То есть мы считаем в неделях беременности обычно, они вот в таких месяцах. Какая разница? Но факт интересный. Дальше. В Японии женщина может находиться в декретном отпуске до года. Первые полгода оплачивается 70% от зарплаты, вторые полгода 50%. Но женщина в декрете не платит налоги и страховку. Поэтому иногда 70% получается даже больше, чем сама зарплата. Ну, уже 50% меньше, конечно, поэтому нередко японские женщины выходят из декрета через полгода после родов. Дальше. Роды. Роддомов в Японии, понятное дело, много, разные. И большие, и маленькие, частные, государственные. Мы рожали в большой больнице и вот в таком маленьком роддоме, который сразу и не заметишь. Сколько это стоит? Система интересная. Государство выделяет вот такую конкретную сумму на роды, но передает семье не напрямую, а уже после родов перечисляет на счет роддома. Но прикол в том, что этой суммы может и не хватить, либо наоборот будет какой-то остаток, и он возвращается не в казну государства, а уже семье. У нас так и было. Первый раз Йошика пролежала в больнице, по-моему, дней 5. Это больше, чем предполагает эта сумма. И нам пришлось доплачивать $400. Второй раз мы быстро отчитались, она справилась по-быстрому, и нам еще вернули $300. Вот такая вот система. Также государство дает дотации на воспитание детей. По-разному, сумма зависит от возраста детей, от местоположения. В общем, конкретно про наших, им на счет каждый месяц перечисляется по $100. Также в некоторых местах могут заплатить за сам факт рождения ребенка. Но это зависит от местных властей, обычно в деревнях или маленьких городах такое может быть. В больших городах там, наоборот, проблема перенаселения, поэтому такого, по-моему, не бывает. Ну что, вроде бы с родами и с цифрами все. Пойдемте в садик. Вот в этот садик сначала ходила моя дочка Анька, сейчас ходит сын Юрка. Ну, по японским меркам садик не маленький. Ну, с нашими, конечно, не сравнить. В основном в Японии садики платные. Не знаю, как вообще по всей Японии. Ну, вот у нас, например, система такая, нет единого тарифа. Стоимость зависит от зарплаты родителей. Куда идти? Подожди, куда идти? А?
Ну давай снимай. Держишь? Прежде чем идти в школу, надо собрать портфель. Но только не этот удобный компактный рюкзак, а вот этот огромный тяжелый ранец. И этот огромный ранец стоит огромных денег. Да, например, самые дешевые стоят почти $300, но в основном от 500 до бесконечности. Вот за этот заплатили, по-моему, 700. Правда, не мы заплатили, а дедушка с бабушкой. Тут типа такая традиция. Правда, не во всей Японии, а именно на родине моей жены. Так что нам повезло, халява. Так что если у вас в Японии есть внуки, начинайте отлаживать не на Египет с Турцией, а вот на эту штуку. Анька, иди сюда. На, одевай свой портфель. Поведу тебя в школу. Нет, я сама. Сама пойдешь? Ну, хорошо, давай, иди сама. Да, кое-где в Японии есть школьные автобусы, где-то родителям можно заводить, но в основном дети с самого первого дня в школу ходят сами. И, в принципе, это не так опасно, как может показаться со стороны. Во-первых, они идут всем таким сплошным потоком, их видно издалека. Во-вторых, на перекрестках стоят волонтеры, в основном это пенсионеры, смотрят, чтобы дети безопасно переходили дорогу, ну и всякие подозрительные типы к детям не приставали. Но она уже пошла, а мы все-таки втихаря проследим. Вот в такую школу ходит моя Анька. В принципе, ничего особенного. Никаких роботов, там, голограмм, учителей и так далее. Обычная школа, я бы даже сказал, немного старая. В принципе, вот так вот выглядит типичная школа в Японии. Какие отличия от нашей? Ну, в принципе, не особо их много. Учатся в начальной школе 6 лет. Учебный год начинается в апреле. И он разделен не на четверти, а на триместры. Большие каникулы летом, 1,5 месяца, и еще зимой и весной. Они там такие короткие. В принципе, система образования начальной школы не особо отличается от нашей. Учатся с утра где-то до 2 дня, могут оставаться в продленке, могут сами уходить домой, могут забирать родители. По-разному, надо, главное, писать заранее. Уроки такие же, как у нас, ну еще иероглифы учат. Но, правда, в 1 классе они такие простенькие. Я еще помогаю ребенку. Я думаю, в следующем году будет уже наоборот. Ну, в общем, как-то так. Классы называются некоторые, как у нас, буквами, только английскими, ABC и так далее. Некоторые в некоторых школах цифрами. Вот, например, у Аньки первый, скажем так, первый год, первый класс. То есть у нее класс называется 1-1. Такие же спортивные площадки, грунтовые, то есть ни газона нету.
такие же облупленные стены в школе, простые классы. То есть, в принципе, ничего особенного. Но мы не жалуемся. Это я к тому, что кто думает, что Япония там это современная, развитая страна, в некоторых компонентах мы даже их превосходим. Ну и, наконец, как же остальные дети относятся к моим? В принципе, как к японцам. По сути, они и есть японцы. А дети это сразу чувствуют. То есть, такой же язык без акцента, плюс-минус такое же поведение. Я вам больше скажу, даже внешние различия они сразу замечают. Вот, например, я год назад забирал Аньку из садика. Ее одногруппник меня увидел и спрашивает у своей мамы: а у Ани что, папа иностранец? То есть они столько времени вместе провели, и он даже не понимал, что она там не чистая японка. То есть по отношению к моим детям пока что никакого буллинга, дискриминации, расизма и других нерусских слов замечено не было. Вот, например, свежий пример. Пару дней назад Юрка катался с горки на площадке, к нему подошел мальчик незнакомый, они там вместе что-то говорили, играли и так далее. Он его потом уже толкал, чтобы Юрка быстрее разгонялся. Обратите внимание, как прощался мальчик. Несколько раз уважительно поклонился. То есть никакого пренебрежения пока нет. Иногда бывает реакция, знаете, когда сначала видят меня. То есть, что за инопланетянин на площадке. Потом смотрят, я с детьми говорю на каком-то непонятном им языке. И тогда уже, да, что такое. Но опять же, никто там пальцем не тычет, не смеется и так далее. Почему нормальные отношения? В принципе, мне так кажется, во-первых, потому что дети еще очень маленькие. Я слышал немало историй про издевательства там, в средней, в старшей школе, особенно над девочками, иностранками или наполовину иностранками. Переходный период, там, зависть, ревность, желание быть сильным на фоне слабого, возможно. Но опять же, мне так хочется надеяться, что у моих детей с этим проблем не будет дальше, потому что все-таки в основном проблемы у иностранцев или те, кто жил за границей. Да, то есть как-то ведут себя по-другому, язык другой, и вот к этому цепляются. Мои-то, в принципе, типичные японцы, поэтому, думаю, все будет нормально. Во-вторых, почему нормальная реакция? Мне кажется, дети привыкают к таким семьям интернациональным. То есть с каждым днем больше таких детей на площадках, в садах, в школах. У нас, например, в садике, кроме нашей семьи, еще было 3 интернациональные семьи. Сейчас Анька в школе, в ее параллельном классе тоже есть мальчик, у которого папа иностранец. Поэтому это уже перестает быть экзотикой. Вот такая вот ситуевина. Через лет 10-15 примерно расскажу вам о старшей школе и университете в Японии, когда мои уже поступят. Так что ждите. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх. Если не понравилось, напишите, что не понравилось. Бейте смело в колокольчик. Ну а пока. Пока.